Как сделать браслет из бусин с узелками? Браслет со скользящим узлом. Для начала нужно нанизать бусины. Для этого берем шнур толщиной 0,5 мм, срезаем наискосок и немножко добавляем бесцветного лака для ногтей, чтобы можно было теперь надевать бусины. Добавляем бусины. У нас будет маленькая бусина, бусина побольше и через одну. Между ними будут узелки. Это натуральная яшма, океаническая яшма. Длина нити должна быть желаемая длина, умноженная на 2, потому что на узелки уходит тоже длина нити. Смотрите, если у вас бусины маленького размера, следовательно, узелков будет больше, то вам нужно будет 2 раза больше. А если бусины широкие, вот как у меня, то можно не в 2, а в 1,5 раза длиннее нить. Нанизали все бусины в нужном порядке. Красивая, конечно, океаническая яшма, просто глаз не оторвать. Зеленая, желтая, белая, еще какие-то прозрачные включения. Теперь завязываем первый узелок, отступив где-то сантиметров 10 от начала. Просто завязываем узелок. Вот такой вот мне подарили набор интересный. Это вообще-то для работы с кожей. Нитки вощеные, но они очень подходят и для ювелирных изделий. Берем отсюда вот иголочку. Ссылка на этот набор будет под видео. Хороший наборчик, такой полезный. Я использую из этого набора серые нитки. Взяла иголку. Можно это делать без иголки, эти узелки, но лучше с иголочкой. Завязываю следующий узелок. Очень удобно, берете толстую иглу и подвигаете узелок близко к бусине. И с иголкой это удобно делать и на тонких нитках, и когда у вас нить в 2 или нить в 4 или в 3. Подвигаем следующую бусину. Нить вощеная, синтетическая здесь. На ней красиво смотрятся узелочки. Вообще на вощеной нити, если она стала светлее, немножко так как бы потерлась, просто подогреваете ее чуть-чуть, и она становится снова блестящая, темная, как и была. Это не я такая реактивная, это видео в ускоренном режиме, чтобы вам совсем скучно не было. Вот так вот один за другим привязываем наши камни. Это может быть любой камень, это может быть бусина, например, не камень, а какая-нибудь акриловая. Это могут быть металлические бусины, может быть жемчуг, например. Я хотела сделать океаническую яшму на желтом шнуре, бежевом, чтобы подчеркнуть желтые именно цвета в камне, но мне кажется, вощеный шнур, он сразу испачкается и будет выглядеть только первое время красиво, а потом и в процессе работы испачкается. Ну, в общем, конечно, это все можно мыть и стирать прекрасно, но все равно. Выбрала в итоге такую нитка. Здесь серая, но она больше хаки в этом наборе.
Они отдельно, кстати, продаются тоже. Это прям находка, ну, для браслетов и по толщине, потому что, видите, в бусинах толщина вот отверстия обычно меньше, чем 1 миллиметр, потому что обычно вот шнуры для браслетов, они 1 миллиметр, и они не пролезают ни в какие натуральные камни. А здесь можно сделать браслет именно из камней с узелками между бусинами. И при этом взять нитку потолще, которая еще плюс ко всему будет очень красиво смотреться. И еще можно сделать здесь из этой же нитки скользящий узел. Смотрите, вот еще такой вариант. Просовываете иголочку прямо в нитку, протыкаете и затягиваете узелок. Так тоже очень удобно делать. Вот так получается. Смотрим, камни кончились. Это все камни такого типа, которые у меня есть. Теперь мне нужно будет добавить еще бусин зелененьких маленьких, потому что квадратные камни уже все. Протыкаем нитку иголкой. И так быстро получается. Подвигаем узелок. Снова ускоренно, чтобы было понятно и все наглядно. И с другой стороны я добавляю еще несколько бусин. Еще у нас будет бусина в самом скользящем узле застежки. Скользящий узел у нас будет с бусиной. Вообще скользящий узел с бусинкой смотрится очень красиво. И очень удобно застегивать, потому что вы, получается, эту бусину, как бы она задействована в процессе. Меряем кисть по самому широкому месту. Добавляем сантиметров 6. Еще можно сантиметр, например, 1,5 для узелков. Если будет лишнее, более длинно, значит можно будет обрезать. А если будет коротко, то уже ничего не сделаешь, поэтому оставляйте здесь еще лишних пару сантиметров. Потому что еще будет толщина застежки и узелки здесь. Вот завязываем узелки. Узелки, которые не будут давать спадать бусинам с краю, который у нас. И здесь вот плотненько все. Зажигалкой обрабатываем, потому что, чтобы не потерять эти бусины красивые. Закрываем с двух краев. Поджигаем зажигалкой. Подвигаем бусину. Смотрите, здесь можно завязать узелок. Можно не завязывать. Если у вас получилось слишком коротко, можете развязать узелок, и это удлинит вам. Вот такой секрет. Концы, потому что узелок достаточно много длины берет на себя. И одна бусина посерединке, видите, она у нас, она идет в застежку. Вот так вот поворачиваем, скрещиваем и закрепляем с двух сторон. Теперь берем два шнура по 50 сантиметров, можно 45. Складываем пополам эти два шнура, находим середину, придерживая ее, просовываем под наши две основных теперь нити. И начинаем делать скользящий узел. Это узел квадратный, узел макраме. Вы можете его делать в левую сторону, в правую, как вам удобно, как вы привыкли. Если вы не умеете, то повторяем за мной. Переворачиваем узелок. Так как она у нас две, то нам надо подтягивать, чтобы они аккуратненько, красиво ложились в две перекладинки. Правый конец нити заводим под основную и влево вверх, поверх левой. Левую продеваем вправо в образовавшееся кольцо и затягиваем.
Это мы брали сразу правый конец нити. Теперь берем левый конец нити, точно так же под низ, наверх, поверх правого, а правый в образовавшееся кольцо. И затягиваем. Кому непонятно, что здесь происходит с этим узлом и как его вязать, в конце видео будет еще ссылка на видео, где показывается на толстом шнуре все очень хорошо и понятно этот узел. А кто и так понял, то ну и прекрасно, молодцы. Итак, чередуем право-лево, право-лево. Вы можете поставить видео на более медленный режим скорости и повторять уже на замедленном. Тоже так вот можно. Вам будет тогда тоже понятней. Плетем так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Половину длины нам нужно проплести. И потом мы будем добавлять эту бусину, которая вот у нас внизу ждет. Подвигаем бусинку. И теперь привязываем эту бусинку сюда. Точно так же, только теперь под бусиной завязываем узел. Бусина может быть, например, металлическая, другого цвета, либо такая же. Все зависит от вашей фантазии, от дизайна и вашего изделия. Правый, теперь левый конец. И так мы двигаемся дальше, заканчиваем наш скользящий узел. Мы завязываем столько же узлов, сколько было перед этим, перед бусиной. Это синтетическая нитка, очень удобно, она обжигается зажигалкой, запаивается край, отлично все получается. Хлопковый шнур из чистого хлопка, он горит, он не обжигается зажигалкой, там другая технология вязания узлов этих и закреплений их. Поэтому лучше брать, конечно, синтетическую нить. Хотя есть такие технологии, у нас на канале есть тоже видео, несколько штук, где хлопковая нить используется очень даже красиво. И там просто особая хитрость нужна, нужно немножко по-другому сделать, и отлично, очень прочно все закрепляется. Если у вас хлопковая нить, пишите в комментарии, я вам подскажу видео, которое посмотреть. Последний узел остается здесь по длине. Все, теперь можно обрезать, обжечь зажигалкой, и скользящий узел для браслета готов. Желательно на обратную сторону все это делать. На самом деле застежка эта была потом переделана, и вот видите, как получается темное пятно. Вот, мне не понравилось, я ее полностью потом переделала, и на фото она уже у нас красивая, прекрасная, с обратной стороны все узлы. Крючком отправила ее на обратную сторону, и там уже обожгла. А так вот оно видно получилось. Но, как мы видим, браслет у нас застегивается и расстегивается, двигается, все ездит. Отлично все получился скользящий узел. Единственное, он был потом впоследствии переделан красиво.
и добавлены еще 2 бусины здесь. Вот такой красивый в итоге получился браслет с натуральными камнями яшмы, с узелками между бусинами. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте их в комментариях. До новых встреч, пока!